Приветствую всех на канале, меня зовут Наталья, и сегодня я хочу вам показать, как задекорировать вот такую прозрачную заготовку и сделать ее вот такой. В будущем я буду делать вот такую елочную игрушку. Если вам интересно, оставайтесь со мной и приступим. У меня есть вот такая заготовка в форме алмаза, и размер ее 9 сантиметров. И начну я работу с того, что немного его разберу. Вот здесь у него есть такая закрепка, которая открывает его, держит вместе две половинки. И я просто сейчас разберу его чуть-чуть. Вот, все, отлетело. Вот эти края, чтобы не мешали, можно убрать. Я просто беру и откусываю их. И теперь у нас подготовлено к работе. И у меня осталось два отрезка ткани. Именно его я буду использовать. Для удобства работы буду использовать стакан. Я просто накладываю ткань сюда, свою заготовку. Причем смотрю, чтобы мне хватило завязать со всех сторон. Вот. И просто собираю. Вот так. Теперь у меня получается здесь некрасивые складочки. Я делаю одну большую с одной стороны и еще одну складку с противоположной стороны. Или по одной из граней, потому что мы ее все равно будем прятать. Вот так все перехватываю. Так, поаккуратнее. Все ползет, но ничего, можно справиться. И вот так все затягиваю. Если получается одна складка, тоже хорошо. Вот что у нас получилось. Сейчас еще чуть-чуть затянуть. Теперь я беру нитку. Здесь у меня обыкновенная нитка, сложенная в несколько раз. И просто обвязываю. И завязываю узелок. А лучше несколько. Теперь немного все подтянем, чтобы у нас были видны грани. И все складочки убрались. Это как мы с вами делали в шарах. Вот, и практически все идеально здесь село. Еще раз делаю несколько, вот так обворачиваю несколько раз. И делаю узелки, и лишнее обрезаю. Ничего, что получилось немножко на бок, так как у нас будет вот такие узелки и сверху, и снизу, я имею в виду на верхней заготовке и на нижней, то лучше делать в бок, чтобы они не попадали вместе один срез на другой. И вот так лишнее обрезаю. Срежу еще чуть-чуть, чтобы не было слишком много лишней ткани. И все обожгу, чтобы держалось. И вот что получается. Как обработать вторую половинку? Здесь два варианта. Можно вот так же сделать, как мы делали вариант первый. Все стянуть и здесь ниткой завязать, все натянуть и все расправить. Но можно сделать еще один вариант. Вот у меня остался отрезок, он более экономный. И будем обрабатывать, как мы обрабатываем с вами шары из двух половинок. Вот у меня нагрелся пистолет, и я беру клей и подклеиваю с одной стороны, даю закрепиться обязательно, потому что сейчас я буду натягивать вторую сторону. Вот у меня закрепилось. И теперь я сильно натягиваю вторую сторону. Прямо сильно-сильно, чтобы все вот эти грани у нас были видны. И наношу клей на противоположную сторону и подклеиваю. Также аккуратно, чтобы не обожглись. И вот вы видите, уже хорошо все ложится.
И теперь вот так постепенно натягиваем, чтобы не было складочек. Наносим клей, подклеиваем. Вот, сразу все, чтобы не было никаких складочек. Сделали с одной стороны, идем в противоположную сторону, чтобы у нас равномерно все распределялось. Натянули, нанесли клей, размазали и приклеили. Вот, вы видите, все натягивается, и все грани алмаза у нас видны. Снова идем на другую сторону, даем той части закрепиться. Вот так натягиваем, здесь распределяем, придерживаем пальчиком и размазываем клей и приклеиваем. Вот вы видите, все красиво. Если маленькие-маленькие складочки, ничего страшного, потому что у нас будут полубусины, и все это скроется. Вот снова натягиваем, распределяем, наносим клей и подклеиваем. Даем закрепиться. Вот вы видите, как у нас все красиво получается. Вот здесь я специально вот эту не убирала, так как она будет закрывать вторую часть вот здесь у нас, чтобы не было никакого отверстия. Через него тоже все натягиваем, наносим клей и даем закрепиться. Я специально не останавливаю камеру, чтобы вы видели, как вот так постепенно все натягивается и красиво получается. И вот таким образом, так, это я ставлю напоследок, где у нас вот так. Таким образом мы продолжаем работу и обтягиваем всю заготовку. Вот, и со второй стороны. И вот что у меня получилось. И теперь все лишнее изнутри я вырежу. Можно оставить, но незачем утяжелять игрушку, поэтому вот так все я вырежу, чтобы все почистить. И у нас получились две заготовки. При склеивании нам надо совместить вот эти две впадины, где был замочек. Но прежде я подклею вешалку. Так как это у меня будет отдельная игрушка, то я хочу подклеить вешалку. Можно делать и с каретой, как я уже говорила, но именно сейчас я вам покажу как отдельную игрушку. И теперь две половинки надо склеить. Если у вас не получается сразу склеить, то можно по половинкам. Вот я наношу клей. Клей надо наносить на край, чтобы все склеилось. Если наносить чуть-чуть вглубь, то у вас ничего не склеится. Совмещаем вот эти места и прижимаем, даем закрепиться. У меня все склеилось, и теперь вот по этому шву я подклею ленту. Наношу клей и подклеиваю. Точно так же, как мы делали с вами на шарах. Аккуратно наношу клей и подклеиваю ленту. Вот здесь отверстие, когда мы подойдем, также вот приклеить, чтобы у нас не было провала. Теперь подклеиваем полубусины. Полубусины приходят в полотне. И вот здесь с краю есть вот эти ниточки, которые некрасиво смотрятся. Поэтому мы берем, поджигаем, работаем нижней частью огня. Если мы будем работать верхней частью, у нас останутся черные точки. И затем подрезаем. Одна сторона у нас уходит ножницы совсем с краю.
чтобы у нас не было этих точечек. А вторую сторону мы потом снова будем обжигать, когда будем вырезать. И вырезаем полоски. Вот получаются такие полоски. И нету никаких точек. По верхнему краю я подклею полубусины. Наношу клей аккуратненько. И под натяжением подклеиваю. Клей стараемся наносить очень аккуратно, чтобы у нас не было никаких грязных мест. И немного прижимаю. Если клей где-то вылез, вот так сразу убираем. И продолжаю работу. Вы видите, я наношу клей только где-то 1,5-2 сантиметра, не больше. И продолжаем. Теперь подклеиваем второй ряд полубусин, но при этом следим, чтобы расстояние между полубусинами у нас было одинаковое. Поэтому я сначала подклеивала верхний ряд, а теперь нижний. Вот, следим, чтобы расстояние все было одинаковое. Вот здесь. Не выше, не ниже, а именно, чтобы все было одинаково. Наношу примерно 1-1,5 сантиметра клея. Переворачиваю, чтобы мне было удобно и видеть все. И вот так вот подклеиваю. И продолжаю работу. Ну вот, мой алмаз уже становится красивым. И теперь я беру вот эти грани, вот вы видите, и буду подклеивать полубусины. Но слежу за тем, чтобы полубусина попала именно на вот эту вот, на конус вот этот. Мне все хватает, все у меня получается, подрезать ничего не надо, поэтому аккуратно наношу клей и начинаю подклеивать. Прикладываю, вот я уже заранее измерила все, даю закрепиться. Теперь более удобную позицию принимаю, с полубусинами разворачиваю, наношу аккуратно клей и подклеиваю. Каждый раз примеряю на уголок. Прижала, снова отодвинула полубусины, наношу клей и подклеиваю. Примерила на уголок, полубусины натянулись и все ровненько приклеилось. Сейчас дойду до уголка, покажу, как делать, и продолжу работу. Все, вот у меня тут все оделось. Так, если где-то клей, сразу убираем. И продолжаем работу. Вот здесь вот эту складочку я закрою под полубусинами. Вот, и ничего не будет видно. Это такой момент, просто маленький, чтобы скрыть это все. Чтобы у нас все было красиво. Вот. И продолжаю работу. Теперь работаем вот с этими гранями, чтобы у нас получилось крест-накрест. Вот совмещаем здесь полубусины и так подклеиваем. Если вы будете грань за гранью подклеивать, то у вас не получится вот этой красивой серединки. Совмещаю, даю закрепиться и продолжаю работу. Вот вы видите, как красиво получается. Лишнее подрезаю и все подклеиваю с одной стороны и с другой. Следующие грани подклеиваем вот так. Здесь у нас остается маленькая как бы дырочка, но мы сюда заполним стразину. Вот. Поэтому также наносим клей. Вот теперь у нас в этом случае у нас получится все ровненько. Аккуратненько нанесли клей. И вот устанавливаем вот так. И на грань. Вот. Также лишнее все подрезаем и продолжаем работу. Подклеиваем все грани.
Я прикрепила вешалку, но он у меня не висит так, как я рассчитывала, вот так, бочком. Поэтому, наверное, вешалку я все-таки уберу. Вот так в процессе работы что-то меняется. Вешалку я убрала. Вот здесь все подожгу и подклею стразовую цепочку. Будет у меня такая же игрушка, вторая с каретой. И вот здесь затем будет вешалка. И теперь декорирую стразовой цепочкой. У меня это 2 миллиметра, можно использовать и 2,5. Вот я наношу клей. Наношу достаточно много клея. И цепочку располагаю не на клей, а рядом. Вот так, рядом совсем, видите? И теперь пододвигаю ее. В этом случае цепочка задвинет клей, приклеится к полубусинам. И никакого клея у нас здесь не выступит. Немного под натяжением все подклеиваем. Придерживаем пальчиком место, где у нас была последняя склейка. Наносим клей. Располагаем цепочку рядом. И теперь ее пододвигаем. И продолжаем работу. Теперь подклеиваем цепочку на верхней грани. И поступаем точно так же. Наносим клей. Располагаем цепочку рядом. И теперь пододвигаем. Вплотную. Придерживаем пальцем. Наносим клей. Я тоже много не наношу, сантиметр-полтора. И пододвигаю цепочку. И вы видите, все получается чисто. И продолжаем работу. А теперь нам осталось украсить грани. Я наношу также клей. Располагаю вот сюда в уголок. И придерживаю. Теперь снова отодвигаю цепочку. Придерживаю пальцем. Наношу клей. И пододвигаю. Действуем точно так же. Лишнее обрезаю. Снова клей. И цепочку пододвигаю. Следующую цепочку здесь. И продолжаем. И вот что у меня получилось. Теперь мне осталось закрыть вот эти вот точечки, которые здесь открытые. Я беру клей. Также наношу каплю клея и подклеиваю стразы. Это у меня 16 номер, он как раз сюда помещается. И так я закрою вот эти пустые места. Там мне 16 номер. При желании можно задекорировать лепниной или использовать любой другой декор. Для лепнины я использую глину Криал и вот этот молд. Я его называю вензель. А на сегодня все. Надеюсь, урок вам понравился, был полезен и вы узнали что-то новое. Творческих успехов вам и до скорой встречи. Пока-пока.